Привет, мои юные друзья. Напомню, почему юные, потому что всем на канале по 18 лет, независимо от того, что вам 40, 50, 60 и так далее. И сегодня у нас расклад, как программировать свою судьбу. На 4 картах посмотрим. Первый вопрос. Какая область моей жизни нуждается в изменениях? Вторая карта. Какое решение приведет к желаемым переменам? А третья карта. Какие препятствия могут встать на пути, да, и как их преодолеть? И четвертая карта. Какое будущее тебя ждет, если ты примешь это решение? Шпаргалка с вопросами передо мной всегда стоит, чтобы я не ушел не туда, да, как говорится, не ушел в себя. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Императрица. Десятка мечей. Отшельник и 6 кубков. Смотри, первый вопрос — это какая область твоей жизни нуждается в изменениях. И императрица, по императрице все уже поняли, да, кто арканы проживает, уже что нужно менять. Ну смотри, императрица — это о том, что вот в жизни, в твоей жизни нужны изменения вот в области, связанные с самовыражением, заботой о себе, о своих отношениях. Ну, не только с партнером, да, но и с окружающими. Ты долгое время забывала вот о собственных потребностях, посвящая себе там заботе о других, там, будь то там семья, работа, близкие люди и так далее. И вот этот этап, он был важен. Но теперь Вселенная говорит тебе, что пора сосредоточиться на себе, на своих собственных желаниях, на своих творческих способностях. Жизнь, она, знаешь, вот подталкивает тебя к осознанию, что вот нужно больше внимания уделять своей внутренней силе, да, своей женской энергии. Независимо от того, там, мужчина ты или женщина, да, но императрица, она символизирует заботу. Но прежде всего заботу о себе. Это может быть связано с тем, вот, что ты долго игнорировала там свои собственные потребности ради других, да, и вот это состояние, оно исчерпало твои ресурсы. И вот пора изменить вот этот подход и начать с себя. Там ухаживать за собой, да, там вот если ты мужчина, то ногти постриги. То есть нужно ухаживать за собой вот как за ценным ресурсом и больше времени тратить на то, что вот питает твою душу. Изменения, они вот должны произойти в области эмоциональной заботы о себе, ну и также в выражении себя, понимаешь? Это может быть там искусство, да, какой-то новый проект, уход за своим там телом, да, или просто возможность вот остановиться и отдохнуть. Потому что без внимания к себе ты не сможешь полноценно заботиться о других. Какое решение приведет к желаемым переменам? Здесь у нас карта десятка мечей, и она, знаешь, она требует от тебя вот не самого легкого решения. Эта карта, она говорит, вот показывает на необходимость отпустить боль и пережить конец чего-то важного. Ты, потому что долгое время держишься за ситуацию или человека, да, который уже не приносит тебе радости и развития. Это может быть как работа, да, так и отношения, которые вот больше не приносят тебе удовлетворения. И это все говорит о том, что пора закрыть этот цикл, даже если это будет болезненно, понимаешь? Тебе нужно принять решение о том, чтобы вот оставить прошлое позади. Как бы тяжело это ни было. Это может быть трудное завершение, вот, которое требует от тебя мужества, да? Но без этого шага изменения они не придут. Ты держишься за то, что давно должно было закончиться.
И вот пока ты не отпустишь это, ты не сможешь двигаться вперед. И важно вот понять, что за каждым концом следует новое начало, да? Десятка мечей — это вот напоминание, что когда-то придет облегчение. Твоя судьба изменится, когда ты решишься на этот шаг. Там отпустить, простить, завершить и так далее. Это решение, оно не будет легким, но оно принесет освобождение и даст место новому. Какие препятствия могут встать на пути, да, и как их преодолеть? Ну, отшельник, он говорит, что вот основным препятствием на твоем пути, да, это самоизоляция и чувство одиночества. Ты можешь вот бояться того, что, принимая важные решения, ты останешься одна, да, или там лишишься поддержки. И вот отшельник, он говорит о том, что в твоем сердце там могут жить страхи остаться без поддержки близких, да, или там непонимание со стороны окружающих. И ты чувствуешь, что вот этот путь ты должна пройти в одиночку, и это тебя пугает. Но, знаешь, вот отшельник, он еще учит, что вот внутренняя работа и период одиночества, они могут быть вот крайне важными для твоего роста. Иногда вот, чтобы принять важные решения, нужно отстраниться от каких-то там внешних мнений, да, сосредоточиться на своем внутреннем голосе. Преодолеть этот страх можно через вот осознание собственной силы, да, осознание своей независимости. Да, там тебе предстоит там пройти через моменты одиночества и, возможно, даже через некоторую боль, но именно в этом периоде ты найдешь свою истинную мудрость. Понимаешь? Чтобы преодолеть этот барьер, нужно вот научиться ценить время, проведенное наедине с собой, и увидеть в этом ресурс для роста. Ты вот можешь чувствовать, что теряешь связь с окружающими, да, но на самом деле ты укрепляешь свою связь с собой. Какое будущее тебя ждет, если ты примешь это решение? Ну смотри, шестерка кубков, она говорит о том, что если ты примешь это решение, да, то тебя ждет восстановление связи с прошлым и, соответственно, гармония в будущем. Это карта про то, что ты вот научишься находить радость в простых моментах. Восстановишь связь с важными людьми или с важными вот сферами своей жизни, которые вот приносят тебе радость, которые приносят тебе умиротворение. Это будущее, вот где ты сможешь перепрожить свои вот эти старые воспоминания с новой перспективой. То есть ты научишься находить счастье в простых вещах, откроешь для себя радость, которую вот давно-давно ты потеряла в хаосе там забот, быта, обязательств и так далее. И вот эта карта, она говорит о возвращении к своим корням, к своим истокам, да, тому вот, что питает твою душу. Если ты примешь решение отпустить боль прошлого, перестанешь бояться одиночества, научишься быть в гармонии с собой, да, то тебя ждет будущее, которое будет наполнено спокойствием и внутренней гармонией. Ты сможешь создать вокруг себя пространство, где будут важны вот не внешние достижения, а вот те моменты, которые действительно делают твою жизнь счастливой. Это может быть восстановление отношений с близкими, да, которые поддерживали тебя, или создание чего-то нового и ценного, вот основанного на твоем прошлом опыте. Если ты проживаешь арканы, то проработай аркан отшельник. Ну, я имею в виду, когда ты до него дойдешь. Потому что он научит тебя вот важности внутреннего поиска, да, самостоятельности, готовности вот проводить время наедине с собой. И прорабатывая этот аркан, да, ты научишься не бояться одиночества. И одиночество ты будешь использовать для того, чтобы глубже понять себя, понять свои желания, свой путь. Понимаешь? Это поможет тебе принимать решения осознанно и строить свою судьбу с уверенностью. Обязательно подписывайся на канал, если ты еще не подписана, и обязательно оставляй обратную связь. Ну а мы с вами переходим ко второму варианту. Пятерка кубков.
Двойка кубков. Дьявол. И семерка пентаклей. Ну смотри, первый вопрос — это какая область твоей жизни нуждается в изменениях. И вот пятерка кубков, она вот указывает на область, которая связана с прошлыми потерями, да, эмоциональными переживаниями, которые вот ты продолжаешь носить в своем сердце. Это боль, связанная с прошлыми отношениями, несбывшимися ожиданиями, да, или утратой, вот, которую ты еще не до конца пережила. И эта карта, она показывает, что в твоей жизни есть что-то такое, что держит тебя в состоянии грусти и разочарования. И именно здесь требуется трансформация. Пора выпустить из рук прошлое, которое мешает тебе двигаться вперед. Ты до сих пор возвращаешься к старой ситуации, да, в которой вот что-то пошло не так. И вот эти переживания, они ослепляют тебя, не давая вот заметить, что вокруг есть новые возможности. То есть это призыв вот перестать смотреть назад и искать ответы в старых ранах. Изменения должны начаться с твоего внутреннего мира. Ты должна осознать, что прошлое, оно больше не имеет над тобой власти, и что пора смотреть в будущее. И важно понять, что вот жизнь движется вперед, и пока ты держишься за боль прошлого, тебе трудно будет заметить что-то новое, вот что уже стучится в твою дверь. Изменения, они начинаются с примирения с прошлым, с прощения себя, других и принятия того, что не все потери были напрасны. Они тебе также дали еще и ценные уроки. Понимаешь? Какое решение приведет к желаемым переменам? Но двойка кубков, она говорит, что важнейшее решение, да, которое тебе нужно принять, оно связано с созданием или восстановлением гармоничных отношений, будь то там с другими людьми или с самой собой. Это указывает вот на необходимость найти баланс в личных взаимоотношениях. Тебе нужно заново выстроить близкие связи, которые были утрачены из-за там недопонимания, или вот даже наладить нужно контакт с человеком, которого ты потеряла в прошлом. Это может быть дружба, какая-то семейная связь. Решение, которое приведет к переменам, это открытость к новым отношениям и готовность вступить в свою, впустить вот, как сказать, вот. То есть открыться и впустить в свою жизнь нового человека или восстановить то, что было разрушено. Понимаешь? То есть, сейчас скажу, вот, ты должна осознать, что все еще можешь ты быть счастлива в отношениях. Ну, не обязательно в романтических, да, я про семейные говорю. Что вот прошлое, вот ваша прошлая ссора, она не должна определять твое будущее, понимаешь? Двойка кубков, она, знаешь, вот тебя учит искать гармонию, компромиссы, взаимное уважение в отношениях. И вот это и есть ключ к изменению твоей судьбы. Примирение. И важно перестать бояться близости, доверия. Это решение о том, чтобы позволить себе чувствовать и принимать любовь, будь то там от нового мужчины, да, или от тех, кто уже есть в твоей жизни. Ты сможешь изменить свою судьбу, когда решишься быть открытой для любви, даже если раньше это тебе только боль приносило, понимаешь? Какие препятствия встанут на твоем пути, да, и как их преодолеть, и у нас дьявол. Дьявол, он про те внутренние ловушки и зависимости, которые мешают тебе двигаться вперед. Это может быть там страх перед изменениями, привязанность к комфорту, даже если этот комфорт губителен, да, или там зависимости, как эмоциональные, физические, психологические и так далее. Ты слишком долго находилась в ситуации, где привыкла жить в ограничениях, и теперь ты боишься их отпустить.
И вот дьявол говорит, что твои собственные страхи и твои собственные зависимости, они становятся главным препятствием на пути к переменам. Ты боишься утраты контроля или свободы, да? И именно вот это удерживает тебя от движения вперед. Чтобы преодолеть вот этот барьер, тебе нужно освободиться от токсичных привычек, привязанностей, которые удерживают тебя вот в состоянии страха и сомнений. Дьявол, он вот учит, что пока ты не отпустишь то, что тебя удерживаешь, будь то там страх одиночества, неудачи или даже зависимость от мнения других, то ты не сможешь двигаться дальше. Преодоление вот этого барьера, оно заключается в признании того, что ты сама держишь ключ к своей свободе. Ты сама вот этот замочек, этот замок закрыла, а ключ у тебя в руках. Понимаешь? Никакие внешние силы, они не могут управлять тобой, если ты не позволишь им это. Поэтому просто осознай, что ты сильнее своих страхов. И что вот настоящие перемены, они придут тогда, когда ты сделаешь шаг в неизвестное, отпустив вот это все, что удерживает тебя на месте. Раз у тебя ключик в руке, раскрой свой замочек сама. Дьявол говорит, что это ты. Понимаешь? Какое будущее тебя ждет, если ты примешь это решение, да? Семерка Пентаклей, она говорит, что если ты решишься на эти изменения, то тебя ждет будущее, связанное вот с медленным, но уверенным ростом и, соответственно, достижением долгожданных результатов. Это показывает, что вот твои усилия, они не пройдут даром, даже если сейчас ты не видишь вот мгновенных результатов, да? Но это будущее, вот, где терпение и труд все перетрут, да, приведет тебя к успеху это все. Ты не сразу видишь плоды своих решений. Но это же не значит, что они не приносят результатов. Жизнь, она учит тебя ценить медленный прогресс и видеть вот ценность этого прогресса, медленного я имею в виду. Ты создашь вот прочные основы для своей жизни, да, там, будь то там в отношениях, карьере, каком-то личном росте. Главное, не торопить события. И нужно понимать, что все, что ты делаешь сейчас, это будет приносить плоды потом. Понимаешь? И семерка Пентаклей учит тому, что вот результаты мгновенно не придут. Но если ты будешь терпеливый, настойчивый, то в будущем ты увидишь, как твои усилия окупились. Это будущее, где ты сможешь оглянуться назад вот, и понять, что все, что ты сделала, оно привело тебя к гармонии, к стабильности и так далее. Понимаешь? Это инвестирование в свое будущее. Если ты проживаешь арканы, то аркан дьявол. Этот аркан вот как раз научит тебя освобождаться от вот этих внутренних ограничений, да, страхов, привязанностей, привычек, токсичных отношений. Он поможет тебе увидеть, что вот свобода, она начинается с внутренней работы над собой. И что только ты, вот именно ты можешь освободить от всего себя. Себя от всего, точнее. То есть в дьяволе ты поймешь и увидишь этот ключик, который у тебя в руках. Поэтому приходи в проживание, не пожалеешь. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Звезда, туз жезлов, восьмерка пентаклей и сила. Так, смотри. Двоечки. Подождите, какие двоечки? Не двоечки, у нас троечки. Я извиняюсь, третий вариант. Ну смотри, какая область твоей жизни нуждается в изменениях. Звезда говорит о том, что вот область, да, которая в изменениях нуждается, в переменах, она связана с твоими мечтами, с надеждами, с внутренней верой в лучшее.
ты находишься в таком состоянии, когда твоя вера в себя и в свои возможности ослабела. Ну или ты перестала верить в собственные мечты. То есть ты забытовытилась. Ну, погрузилась в быт, в автоматическое проживание жизни, да? Эта карта о том говорит, что ты потеряла внутренний ориентир. Ты перестала видеть перед собой вот ту самую звезду, да, которая всегда светила тебе в темноте. Сейчас ты смотришь только под ноги. И изменения нужны именно здесь, то есть в твоем восстановлении веры в себя, да, и в то, что вот жизнь, она может быть лучше, а ты в это не веришь уже. Потому что в последнее время ты столкнулась там с трудностями, которые подорвали твое доверие к миру, к людям, заставили тебя усомниться в твоих возможностях. Но вот именно сейчас, в эту секунду, жизнь, она призывает тебя к тому, чтобы заново найти свою внутреннюю звезду. Тот самый свет внутри, который всегда тебе помогал двигаться вперед. И вот этот урок о том, чтобы ты восстановила свои мечты, начала снова в них верить, понимаешь? Тебе нужно найти вот этот внутренний ресурс, который поможет тебе вернуться к своему пути. И вот осознать, что ты достойна лучшего, и что Вселенная, она поддерживает тебя на этом пути, а ты в это перестала верить. И вот перемены, они должны также произойти в твоем мышлении. Ты должна отпустить вот этот пессимиздеж, понимаешь? Отпустить разочарование. Ты должна снова начать верить в свою уникальность, в свою силу, понимаешь? Вот я в тебя верю. Я в тебя больше верю, чем ты в себя. Вот почему так? Какое решение приведет к желаемым переменам? Ну, туз жезлов, он у нас про новое начало, да, про смелый шаг вперед, про решение, вот, которое наполнит твою жизнь энергией энтузиазма. И это говорит о том, что тебе нужно принять решение, действовать. Начать нужно что-то новое, да, перестать ждать подходящего момента, перестать ждать понедельника, 1 числа, там, 1 января следующего года и так далее, и тому там, заговорился. И тому подобное. Это может быть вот начало идеи, да, которую ты давно вынашивала. Зайти в проект, который ты мечтала, да, или свой проект, который ты мечтала реализовать. Ну или страсть, да, которая давно горела внутри, но ты не решалась ее воплотить в жизнь. Решение, которое приведет к изменениям, это решительность и готовность к действию. Именно ты должна осознать, что мечты, идеи, они могут остаться просто мечтами, если ты не начнешь двигаться вперед. И вот туз жезлов — это карта, которая требует от тебя действовать смело, не бояться риска, идти туда, вот где твое сердце горит желанием творить, да, создавать. Тебе вот нужно выйти из этого состояния ожидания и включить свою внутреннюю силу, чтобы начать вот это новое. Понимаешь? Ну, это может быть там новое дело, там творческий какой-то проект, да, ну, там рисование картин, ну или даже решение изменить что-то в своей жизни. Но важен шаг вперед. Сделай его прямо сейчас, после расклада. И вот туз жезлов, он говорит, что в тебе уже есть эта энергия для этого. Осталось только решиться и использовать ее. Сейчас, знаешь, вот для тебя, вот лично для тебя, это не время для сомнений. Это время для действия. Понимаешь? Другого шанса может и не быть. Поэтому именно сию секунду делаешь этот шаг вперед. Какие препятствия встанут на твоем пути, да, как преодолеть 8 пентаклей? Ну,
Это говорит о том, что вот главное препятствие на твоем пути — это страх перед упорным трудом, да? И вот страх перед тем, что придется вложить много усилий. Ты боишься, что вот эти изменения, они потребуют от тебя слишком много времени, да, слишком много усилий, что ты там не готова посвятить себя полностью этому. Перфекционизм также может быть одним из препятствий. Ты боишься сделать что-то не идеально, поэтому ты откладываешь действие, ждешь подходящего момента, да, и сопельки на руку наматываешь, но так же нельзя. Вот тебе карта показывает, что ты там можешь сомневаться в своих навыках или в том, что вот результат этот не оправдает, да? Ты думаешь, а вдруг не получится, а вдруг это будет напрасно, а вдруг я не получу того, чего хочу. Но, знаешь, вот здесь важно понять, что успех, он приходит через постоянную работу над собой. И, соответственно, над своими проектами, начинаниями и так далее. И вот 8 пентаклей, она учит тебя, что труд и внимание к деталям, они приведут тебя к успеху. И это путь, который требует терпения. Чтобы преодолеть это препятствие, тебе нужно же, конечно же, отказаться от идей мгновенных результатов. Перемены, они придут только через постоянное усердие, через готовность вкладывать время, энергию в то, что ты делаешь, понимаешь? Ты не должна бояться потратить время там на обучение, там, на совершенствование своих навыков, на мелкие какие-то шаги к цели, да? Главное не останавливаться и не ждать идеальных условий. Идеальные условия сейчас, идеальней условий не будет. Ты должна принять, что любые большие изменения требуют усилий, но эти усилия, они стоят того, понимаешь? Какое будущее тебя ждет, если ты примешь это решение, да? Тут сила. Тут даже мне трактовать не нужно. Сила говорит на такое будущее, где ты сможешь обрести контроль над своей жизнью. Уверенность в себе, в своих силах, да? И, соответственно, ты получишь внутреннюю гармонию. Сила, она говорит о том, что если ты примешь решение двигаться вперед и приложишь максимум усилий, то результатом станет сила, уверенность в себе, которую ты давно искала. Это будущее, где ты сможешь преодолеть все внутренние сомнения, свои страхи, овладеть своими эмоциями, обрести настоящую внутреннюю мощность. Понимаешь? Ты научишься управлять своими внутренними порывами, контролировать свои эмоции, использовать их как ресурс. Это такое будущее, где ты почувствуешь себя хозяйкой своей судьбы. То есть сильной, уверенной, готовой вообще к любым проблемам, вызовам и так далее. Они тебе будут как орешки на раз-два щелкаться. Твои усилия, они принесут тебе не только внешние результаты, но и глубокое внутреннее удовлетворение от того, что ты смогла преодолеть себя, преодолеть свои страхи. Это будущее, где ты будешь влиять на свою жизнь, причем осознанно. Принимать смелые решения, действовать уверенно. Сила, она говорит о том, что перемены, которые ты начнешь, они дадут тебе не только внешние результаты, но и глубокое внутреннее ощущение гармонии и силы, которые будут сопровождать тебя на протяжении всей твоей жизни. Если ты в проживании арканов, то ты уже знаешь, в какой аркан, да? В силу, конечно же. Он тебя научит управлять своими эмоциями, своими внутренними порывами. Он научит тебя как обретать уверенность в себе и в силу через свою внутреннюю работу. И проработка этого аркана, она поможет тебе научиться контролировать свои страхи, свой гнев, сомнения и так далее, чтобы они стали твоими союзниками, а не врагами. И сейчас ты видишь ссылку на проживание арканов. Если есть желание, заходи, мы тебя ждем. И обязательно везде прочитай закрепленные сообщения, потому что везде есть подсказки, есть магический чат, где обсуждаем все. И помни, что дед с тобой рядом.